Всем привет! Выбрать бюджетную материнскую плату для сборки всегда непросто. И именно поэтому в этом видео я хочу вам рассказать о бюджетной материнской плате Gigabyte B450M S2H. Ну а перед тем как перейти к обзору этой материнки, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Ну что ж, материнская плата Gigabyte B450M S2H является одной из самых доступных по цене и может предложить пользователям поддержку всех процессоров AMD Ryzen вплоть до третьего поколения. Если, конечно, вы обновите BIOS на последней версии, чтобы включить в поддержку процессоры Zen 2. Многие в интернете хейтят эту материнскую плату, но мне бы хотелось немного вдаться в подробности и донести до вас, почему эта плата лучшая за свои деньги. Во-первых, в материнских платах Gigabyte используются отличные MOSFET On Semiconductor, что говорит нам о том, что питальник этой материнки весьма достойный. Плюс ко всему, зона питания процессора идентична с более дорогими платами этого производителя. То есть за 4499 рублей, а именно столько она стоит сейчас, мы получаем VRM от более дорогих материнских плат. Плюс ко всему, за эти деньги мы получаем еще и радиатор на наши цепи питания. И пусть те, кто кричит, что эта мать спалит вам квартиру, покажет мне хоть одну плату за 4500 рублей, в которой будет хоть какой-то радиатор и очень неплохие MOSFET. Я не утверждаю, что это лучшая материнская плата для процессоров Ryzen, но мы сейчас говорим не о топовых материнках, а о самых бюджетных. Если у вас нет денег или вам не хочется сильно тратиться на сборку ПК, то именно Gigabyte B450M S2H будет лучшим выбором для вас. Также на этой материнской плате всего два разъема под оперативную память. Но я не думаю, что это сильная проблема, ведь большинство сейчас ставит именно две планки по 8 ГБ. Но если для вас это критично, вы можете просто доплатить 500 рублей и взять более дорогую версию с 4 слотами. Далее хочется отметить наличие полноценного питания, а именно разъем под 8-пиновый коннектор. Ну и теперь мне бы хотелось обрисовать, под какие процессоры можно брать материнскую плату Gigabyte B450M S2H. Для любого шестиядерного процессора, включая Ryzen 5 3600, эта плата идеально подойдет. Если говорить о разгоне шестиядерников, то тут вам придется сделать хорошую продувку в корпусе или брать уже более дорогую плату. В целом она справится с разгоном, но вам придется очень хорошо ее охлаждать. Кстати, в интернете много умных людей могут вам сказать, что ее питальник летом просто закипает и показывает температуру 60-70 градусов. И вот мне хочется у них спросить, с каких пор такие температуры считаются критическими для фаз питания процессоров? Это бюджетная материнская плата. Ждать от нее ледяного питальника в принципе не стоит. Но и обычный пользователь, который делает сборку ПК на B450M S2H, не будет гонять ленпак по 5 часов, а в играх, как правило, температура всегда меньше. В общем, с шестиядерниками разобрались. Эта материнка спокойно с ними справляется. А вот с восьмиядерниками ситуация уже спорная. Ставить Ryzen 7 в такую бюджетную материнку можно, но она по сути для них не предназначена. Например, вот вам скриншот температуры VRM с процессором Ryzen 7 1700. 75 градусов – это в целом допустимая температура, и можно было бы поставить в нее 8-ядерник. Но я бы не стал этого делать. Ведь 8 ядер в основном сейчас нужны под рабочие задачи, например, для монтажа. И ваш питальник явно не скажет вам спасибо, если вы будете часами рендерить видео. Да и 8-ядерные камни уже неплохо было бы разогнать, а эта материнка в стоке их еле вывезет. Но в целом вставить в нее 8-ядерник можно, но не нужно. И хочется подвести небольшой итог обзора материнской платы Gigabyte B450M S2H. Это отличная материнка для простенькой игровой сборки. Если у вас совсем впритык бюджета на сборку ПК, то не слушайте толпу и смело берите ее под шестиядерные процессоры. Особенно красиво выглядит связка Ryzen 5 3600 с этой материнской платой. Ведь разгона ему особо не нужен, а в стоке наша материнка его спокойно вывесит. А лишние деньги лучше потратить на более мощную видеокарту. Еще, кстати, забыл сказать, что на этой материнской плате за 4500 рублей имеется слот M2. Но это уже стало классикой в наше время. В общем и целом, материнская плата B450M S2H это очень отличный вариант для бюджетной сборки. Лучше лишние пару тысяч рублей потратить на оперативную память, чем взять Ryzen 5 1600 с планками на 2133 МГц. А вы напишите в комментариях, какая материнская плата стоит в вашем ПК и как вы относитесь к покупке такой бюджетной материнки. Но на этом у меня все. Если вам нужна какая-то помощь со сборкой ПК, то можете написать мне сообщение в группе в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!